Сегодня расскажу, как приготовить гнезда с яйцами. 4 картофелины с помощью овощечистки нарезаем на очень тоненькие ломтики. Отправляем все в воду. Это необходимо для того, чтобы избавиться от лишнего крахмала. Как следует промываем картофель и ненадолго оставляем. Стебли зеленого лука мелко нарезаем. Они не должны забивать вкус других продуктов, поэтому большие куски нам не нужны. Осталось совсем немного, и можно переходить к ветчине. Берем 4 слайса, или примерно 120 граммов. Нарезаем соломкой. Ветчина должна быть свежей и сочной. Достаем картофель из воды, хорошо отжимаем и кладем его в большую чашу. Добавляем все, что нарезали: лук и ветчину. Немного оливкового масла наливаем в пиалу и размазываем с помощью кисточки. В наше блюдо добавляем 4 белка. Желтки оставим на потом. Их нужно отложить в смазанную маслом пиалу. Не спешите, делайте все размеренно. Это поможет не разбить желтки. Накройте их пищевой пленкой, чтобы не обветрились. Добавим соль и перец в будущие картофельные гнезда. Не удивляйтесь, но нам также понадобятся 2 столовые ложки муки. Она необходима для того, чтобы гнезда держали форму и не развалились. Как следует все перемешаем. Ставим на плиту сковороду и включаем огонь. Поливаем поверхность оливковым маслом и выкладываем нашу смесь. Не скупитесь, ее должно быть много. В середине делаем небольшое углубление. Также формируем второе гнездо. Жарим 2-3 минуты на среднем огне. Самое время добавить желтки. Кладем прямо в центр. Выглядит живописно. С помощью лопатки аккуратно поднимаем гнезда и ловким движением переворачиваем. Это было непросто, но мы справились. Можно снимать блюдо с огня. Немного напоминает картофельные драники. Если вы хотите, чтобы желток остался незапеченным, то сначала обжарьте картофельную смесь с 2 сторон. Забавно, это похоже на пончики. Когда картофель равномерно поджарится, переверните гнездо обратно и положите в него желток. Еще одна порция готова. Посмотрите, как красиво вытекает желток. В этом блюде он выполняет роль соуса. Какой вариант больше понравился вам? Впрочем, как бы там ни было, я настоятельно рекомендую попробовать оба.